Добрый день, друзья! Мы с вами все на том же старом хуторе. Он большой, ходить тут езде. Выбито, конечно, но в наше время выбирать не приходится. В прошлый раз мы начинали с вами вот с той стороны. Сейчас начнем отсюда. Прибор наш собран, Noctascore 3. Будем ходить, будем искать, будем надеяться на хорошие находки. Будут хорошие сигналы, буду включаться, вам обязательно показывать. Друзья, хожу уже больше часа. Сигналов море, но все они мусорные. Хороших вообще практически нету. Извиняюсь, если ветер мешает. Вот ходил и выходил такой один более-менее сигнал. Не стал его копать онлайн. Выкопал и вижу, лежит вроде бы как монета. Давайте вместе посмотрим, что мы выкопали. Копейка николаевского формата. Ну, год видно плохо. Грязновато. Сейчас, секундочку. Не, лучше видно не становится. Но тем не менее, хоть какая-то находка, но есть. Копаем дальше. Надеемся на то, что будет что-то более интересное. Но место очень-очень замусорено. Тут вот сплошную стояли дома. И представьте, как оно все звенит и гудит. Друзья, ну прошло минут 5. Был у меня еще один сигнальчик. Не очень хороший. Вот с этой ямки попалась вот такая пломба. Какие-то там есть на ней надписи. Фабрика, лет. Не знаю, царских времен или раннесоветских. Ну, сигналы попадаются, и это уже неплохо. Ходим дальше, надеемся на что-то более интересное. Будут хорошие сигналы, обязательно буду включаться. И постараюсь найти хороший и копнуть его с вами онлайн. Друзья, ну буквально 5 шагов прошел, вот там вот в ямке была пломба. Следующий сигнал, ну, такой очень, не очень хороший. И смотрите, нам попадает крестик. Он не серебряный, конечно, медный. Ушко обломано. Но тем не менее, это приятная находка. Мне нравится копать крестики. Не знаю, как вам. А как по мне, очень приятная находка. Вот такой крестик нам попался. Ну что ж, друзья, копаем дальше. Такой коп мне нравится все больше и больше. И как он может не нравиться? Смотрите, какая чудесная природа. Светит солнце, не жарко. И когда занимаешься своим любимым делом, время летит вообще незаметно. Ну да ладно, не будем терять понапрасну время, копаем дальше. Если будет что-то интересное, обязательно буду включаться. Друзья, все там же я хожу, на том же хуторе. Сколько уже выходил. Сигналов много, но в основном мусорные. Попался один сигнальчик, я его копнул. Смотрите, вот такая штучка выпала. Даже не знаю, что это такое. Если знаете, подсказывайте, пишите в комментариях. А мы будем копать дальше и надеяться найти еще что-то интересное. Друзья, опустился я вниз. Мы с вами ходили вот там выше. Но надоело мне там ходить по фундаментам. Сильно там много мусора. Опустился вниз. Тут тоже видно, когда-то какой-то домик стоял. Иногда попадается керамика, кирпичи. Вот выходил сигнальчик. Я не скажу, что он там супер-пупер красивый. Но тем не менее, давайте попробуем копнуть его вместе с вами. Вот смотрите. 35-37 ВДИ. Попробуем копнуть. Может быть, что-то интересное нам и попадется. Такой неглубокий сигнал.
Где-то выкопали. Давайте поищем. Возьмем пин. Что-то... Где наш сигнал? Что-то, наверное, не очень крупное. Надо, наверное, старым дедовским методом брать и сеять над катушкой, так будет быстрее. О, где-то что-то зацепили. Ох ты, друзья, смотрите, что-то есть. Друзья, ладанка нам попалась. Очень похоже на серебро. Как вам лучше ее показать? Святая великомученица Черниговская, или я не пойму, что-то такое написано. Посмотрите, какая красота. Вот ради этого и стоит ходить по таким местам. Очень люблю такие вещи поднимать. Смотрите, какая прелесть. Ну что ж, спасибо дедушке Хабару. Копаем дальше. Этот коп мне нравится все больше и больше. Если будет что-то интересное, обязательно буду включаться. Друзья, вот хожу все на том же месте. Вот недавно с вами ладанку подняли. Но сейчас включился не потому. Вот смотрите. Вот, скорее всего, что в прошлом году ходили тут какие-то горе-копари. Вот выкопали яму и бросили ее. На мой взгляд, надо, ноги выдергивать вот таким копателем. Потом приедет нормальный человек, и к нему все время возникает у хозяина земли куча претензий. Ну выкопал ты яму, загорни ты ее ногой. Ну блин, ну свиньи. Ну не будем портить настроение себе и вам. Давайте копать дальше. Будем надеяться на то, что, блин, все равно как-то люди немножко станут лучше. А яму эту мы засыпем. Друзья, снова поднялся я наверх. Внизу больше интересных сигналов не было. Тут попался один интересный сигнал. ВДИ 4142. Давайте копнем его с вами вместе. ВДИ не поменялся. 42, 43. Ну, может быть что-то интересное, может быть какая-то жбонь. Пин реагирует на прибор. Друзья, вот что нам попалось. Какая-то хуторщина. Скорее всего, наверное, какой-то элемент конской упряжи. Что ж, копаем дальше. Надеемся на более интересные находки. Друзья, все так же я на этом хуторе. Извиняюсь за ветер. Был довольно-таки неплохой сигнал. Копнул, сразу думал монета. Но потом присмотрелся, оказалось, это конина. Элементы конской упряжи. Будем копать дальше. Хотя день уже близится к концу. Время, наверное, уже около 3. Еще часик побегаем и будем собираться домой. Будем надеяться, что что-то интересное еще копнем. Если будут интересные сигналы, обязательно включусь. Друзья, от предыдущего сигнала прошло буквально пару минут. И вдруг у меня опять такой сигнал медный. Ну, не стал я уже онлайн копать, потому что много всякого, хоть и медного, но шмурдяка. И смотрите, выпало, наверное, было когда-то колечко.
К сожалению, оно разломано. Ну, медное, цены особо никакой не представляет. Поэтому копаем дальше и надеемся на что-то интересное. Друзья, вот ради интереса хочу вам снять, чтобы вы послушали, вот, как копать на старом хуторе. Вот слушайте. Все звенит. Все полностью звенит. Кругом металл. Поймать хороший сигнал здесь очень-очень-очень проблематично. Вот такие вот дела. Копаем дальше. Друзья, за любимым занятием время летит незаметно. Вот и подошел к концу наш коп. По дороге к машине хороших сигналов не было, поэтому я не включался. Находки разложил, сейчас их вам покажу. Их немного, но они приятные. Ладанка вообще сегодня сделала мой коп. Вот посмотрите. Вот наши находки. Крестик, копейка николаевская, пломба, ладанка серебряная, конина. Ну, не густо, но и не пусто. Тем более, когда любимое занятие в радость, находки отступают на второй план. Главное, хорошо проведенное время. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Я думаю, мы с вами еще раз встретимся. Всем хорошего дня. До свидания.